старом промышленном районе, где заводские трубы уже давно не дымили, а кирпичные стены покрылись мхом, лишайником и вековой копотью, стоял полуразрушенный склад. Когда-то там хранили уголь, потом тяжелые станки, а потом здание просто бросили, и оно медленно умирало, как и все вокруг. Дороги здесь превратились в колдобины, фонари не горели, а изредка проезжающие машины только поднимали тучи пыли. Но даже в этом забытом Богом месте теплилась жизнь. В самом темном и сыром углу подвала, между ржавыми трубами и грудой битого кирпича, жила кошка. Ее прозвали Золушкой местные дворовые мальчишки, которые иногда бросали ей корки хлеба. Окрас у нее был серый, будто присыпанный пеплом, с едва заметными светлыми пятнами на груди. Уши ее были изорваны в драках, на носу шрам от осколка стекла, а хвост когда-то был перебит и теперь торчал под странным углом. Но ее глаза, янтарные, глубокие, с вертикальными зрачками, светились невероятной волей и острым умом. Она не была домашней. Она родилась на улице, росла среди мусорных баков и подвалов и знала все жестокие законы этого мира. Голод, когда живот сводит от пустоты, холод, когда стынет кровь, опасность, которая подстерегает на каждом шагу. Она научилась прятаться от собак, перехитрять крыс, искать тепло в отдушинах котельных. И она выжила. Но в начале промозглого ноября, когда небо низко висело над городом и шел мелкий ледяной дождь, Золушка принесла приплод. 4 крошечных, слепых комочка. Она устроила гнездо в разбитом деревянном ящике, который нашла на свалке, застелила его рваными тряпками, сухой листвой и клочками ваты, всем, что удалось стащить за ночь. Теперь дни ее были заполнены одним — кормить, согревать, защищать. Котята пищали непрерывно, тыкаясь слепыми носами в ее живот, и она терпела боль от их острых зубок, потому что это было единственным способом дать им жизнь. Она почти не спала. Каждый шорох, и она вскакивала, прижимала уши, скалилась. Каждый сквозняк, она ложилась плотнее, укрывая малышей своим исхудавшим телом. Ее ребра выпирали все отчетливее, шерсть свалялась колтунами, на подушечках лап появились трещины, но она не жаловалась. Она знала, если она ослабнет, они не выживут. Поэтому она ходила на промысел каждый вечер, рискуя жизнью, чтобы принести хоть немного еды. Она охотилась на мышей, рылась в баках у ближайшей закусочной, выпрашивала у прохожих, иногда получала пинок, иногда кусок колбасы. Но всегда возвращалась с пустым или почти пустым желудком, потому что все отдавала детям. В том же районе, в 2 кварталах, в старой пятиэтажке с облупившейся штукатуркой, жила девушка по имени Лена. Ей было 26 лет, она работала в небольшом книжном магазине, который держала ее тетя, а по вечерам подрабатывала волонтером в городском приюте для животных. Лена была из тех людей, кто не мог пройти мимо бездомной собаки или кошки. В ее сумке всегда лежал пакетик сухого корма, а в кармане бинт и марганцовка. Она не была богата, но находила время и деньги, чтобы помогать тем, кто не мог попросить о помощи. Она знала всех дворовых котов в радиусе 3 остановок, различала их по голосам и привычкам. Но Золушку она видела всего пару раз. Та мелькала среди труб и сразу исчезала, как тень, не даваясь в руки. Лена знала, что кошка недавно окатилась, потому что видела ее раздутый живот еще недели 3 назад, а потом худую, но с набухшими сосками. Она пыталась выследить гнездо, но старый склад был настоящим лабиринтом с подвалами, ходами и провалами. Золушка была слишком хитру и осторожна. Лена оставляла еду у входа, миску с рисом, кусочки печенки, иногда баночку детского питания. Еда исчезала, но кошка не показывалась. Только однажды, в дождливый вечер, Лена увидела ее на мгновение. Золушка стояла на фоне ржавых бочек, смотрела прямо на нее, а в глазах читалась такая смесь благодарности и отчаяния, что Лена чуть не заплакала. Она прошептала: «Я найду тебя. Я помогу твоим малышам». Но кошка тут же растворилась в темноте. Однажды ночью случилось страшное. Склад, и без того аварийный, не выдержал очередного порыва ледяного ветра. Ураган налетел внезапно,
сорвал несколько листов шифера с крыши, и старые деревянные перекрытия, гнилые и трухлявые, начали рушиться. Сначала посыпалась штукатурка, потом с грохотом обвалилась часть кирпичной стены, а следом, с ужасающим скрежетом, рухнула центральная балка, проломив пол в подвале. Земля содрогнулась, в воздух взметнулась туча пыли и сажи. Золушка проснулась за секунду до того, как кусок шифера упал в метре от ящика. Она зашипела, вжалась в угол, прикрыв котят грудью, но сразу поняла — надо уводить малышей. Сейчас здесь все обрушится. Она схватила первого рыжего за шкирку, потащила его в щель между трубами, которая вела к наружной стене. Вернулась за вторым, черным, за третьим, рыжим. Она таскала их одного за другим, сбивая лапы до крови, задыхаясь от пыли и дыма от старой проводки, которая начала искрить. Дым едкий, горький забивал легкие. Она вытащила троих наружу, в кусты у стены, и уже повернулась за четвертым, когда увидела, что тот, самый маленький черный котенок, забился под тяжелую деревянную доску, которая рухнула поперек прохода. Она рванула к нему, попыталась поддеть доску лапами, но та была толстой и придавлена еще обломками. Она билась о нее грудью, царапала, грызла, но доска не двигалась. Тогда она закричала. Это был не мяук, а истошный, пронзительный вопль, полный такой боли и отчаяния, что, казалось, даже ветер на миг притих. Лена как раз возвращалась домой после ночной смены в приюте. Она шла по темной улице, уставшая, замерзшая, но довольная, что помогла 3 собакам и 2 кошкам. Вдруг она услышала этот крик. Он был настолько страшным, что у нее похолодело внутри. Она остановилась, прислушалась, снова крик. Знакомый. Да, это был голос той серой кошки. Лена побежала к складу. Она подбежала к пролому в стене, откуда валил дым, и, не раздумывая, включила фонарь на телефоне и полезла внутрь. Она звала: «Кис-кис». «Я здесь, я помогу». «Где ты?» Подвал был завален обломками, но она осторожно двинулась на звук, перешагивая через доски и кирпичи. Вдруг из щели между трубами выскочила Золушка. Она метнулась к Лене, затем обратно к завалу, потом снова к ней, словно говоря: «Скорее, там малыш». Лена опустилась на колени и стала раскидывать мелкие камни. Она увидела доску, а под ней крошечный дрожащий черный комочек. Котенок пищал, но голос его слабел, и Лена поняла, что он может задохнуться. Она схватила край доски и попыталась поднять, но та была придавлена бетонным обломком. Она рванула изо всех сил, доска сдвинулась на пару сантиметров. Еще рывок, с дикой и отчаянной силой, не думая о боли в руках, и доска отошла в сторону. Она просунула руку и вытащила котенка. Он был теплым, влажным, но живым. Она прижала его к груди. Золушка подскочила, обнюхала его и коротко, благодарно лизнула его голову, затем сама лизнула руку Лены, быстро, шершаво, как единственно возможное спасибо. Теперь надо было выбираться, потому что сзади что-то снова загрохотало. Лена зажала котенка под курткой, взяла на руки одного из котят, которого Золушка уже вынесла, и побежала к выходу, а Золушка, схватив еще 2 по очереди, последовала за ней. Они выскочили из склада за секунду до того, как задняя стена с глухим уханьем осела, похоронив под собой подвал. Они стояли на мокрой траве, дрожа от холода и адреналина. Лена пересчитала котят, 4, все живы. Золушка, тяжело дыша, легла рядом, раскинув лапы, словно только сейчас поняла, что пережила. Лена собрала всех котят в свою куртку, завернула их, бережно, как драгоценность, и сказала кошке: «Идем со мной. Ты не улица теперь». Золушка посмотрела на нее, и в ее глазах не было сомнения. Она пошла рядом, прижимаясь к ногам Лены, и больше не пыталась убежать. Дома Лена устроила им временный приют в ванной комнате, постелила старые махровые полотенца, поставила теплую грелку, чтобы согреться, налила в миску чуть подогретое молоко и чистую воду. Котята, нагревшись,
начали жадно сосать мать. Золушка лежала, вытянувшись во всю длину, закрыв глаза, и впервые за долгие недели ее тело расслабилось. Она урчала так громко, что вибрация чувствовалась даже через полотенце. Лена сидела рядом на корточках, гладила ее, чесала за ушами и тихо говорила: «Все позади. Вы в безопасности. Я буду о вас заботиться». И кошка, которая никому не доверяла, доверилась ей полностью. Прошли дни, превратившись в недели. Котята открыли глаза, сначала щелочки, потом широкие, синие, которые через месяц стали желтыми или зелеными. Они начали ползать, потом вставать на дрожащие лапки. Рыжий, которого Лена назвала Искрой, был самым бойким, он забирался на подушки, пытался исследовать все. Черный спасеныш, Уголек, оказался самым ласковым, он все время тянулся к рукам, мурлыкал, как моторчик. Двое других, Карамелька и Снежок, были спокойнее, но тоже не отставали. Золушка больше не пряталась. Она с достоинством ходила по квартире, изучала каждую комнату, садилась на подоконник и смотрела вниз на улицу, но в ее взгляде не было больше страха, только любопытства. Она привыкла к расписанию Лены, та утром кормила их, перед работой гладила, вечером играла, а перед сном обязательно говорила спокойным голосом. И кошка отвечала, садилась рядом, клала голову на руку, и ее тихое урчание становилось лучшей музыкой для Лены, которая каждый день возвращалась уставшая, но счастливая. Лена дала объявление в соцсетях и развесила листовки о том, что ищет хозяев для котят. Звонков было много, но Лена оказалась разборчивой. Она не хотела отдавать их в плохие руки. Она приглашала людей посмотреть, задавала вопросы и в конце концов выбрала 3 семьи. Однокомнатная квартира для Искры, молодой паре, которая обещала выгуливать его на шлейке. Уголька взяла пожилая женщина, у которой недавно умер ее старый кот. Карамельку и Снежка решили оставить вместе брат и сестра, студенты-биологи. Но Лена оставила Уголька себе, не смогла расстаться с ним, слишком сильно привязалась. И Золушку она тоже не отдала. «Ты моя героиня», — сказала она кошке. «Ты будешь жить здесь, сколько захочешь». Золушка, словно поняв, уткнулась носом в ее ладонь и замурлыкала снова. Однажды, через пару месяцев, Лена сидела на кухне с чашкой чая. За окном темнело, снова шел дождь, но в комнате было тепло и уютно. Золушка устроилась у ее ног, а Уголек возился с игрушкой в углу. Лена подумала, как сильно изменилась ее жизнь. Когда-то она чувствовала себя одинокой, но теперь в ее доме было столько жизни, столько любви. Она вспомнила ту ночь, дым, крик, боль в руках, когда отодвигала доску, и поняла, что никогда еще не делала ничего более важного. Она не просто спасла кошку и котят. Она нашла свою семью. Не ту, которую выбирают, а ту, которая приходит, когда ты не ждешь. Золушка подняла голову, посмотрела на нее долгим взглядом и легко коснулась лапой ее руки. И Лена знала, это было обещание навсегда. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!